Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие красивые следки в виде носков. Вяжется легко, справятся все желающие, а выглядят очень красиво. Данные следочки я вязала из двух цветов пряжи. Вот такой вот голубой у меня идет цвет и персиковый. Данные следки я связала на размер ножки 37-38. Но по данному видео вы сможете эти следочки связать на любой размер ножки. Я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Состав 51% акрила и 49% шерсти. Вязала спицами номер 3 миллиметра. Прежде чем приступить к вязанию вот таких вот следочков, давайте разберемся с принципом их вязания. Следки состоят вот из такой вот заготовки. Изначально я набирала 50 петель и вязала вот этот вот манжет. Манжет у меня связан узором зигзаг. Здесь у меня в манжете два раппорта. Раппорт данного узора состоит из 16 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Получается, у меня здесь в ширину 3 раппорта плюс 2 кромочные петли. Если в сантиметрах, этот манжет у меня составил вот 9,5 сантиметров. И далее я начала вывязывать мысочек. В мыске у меня здесь идет 18 петель, это 1 раппорт в ширину. Регулируйте размер вашей ножки именно длиной вот этого мыска. Получается, если вам нужен размер побольше, либо поменьше, получается, вы вяжете именно вот этот вот мысочек до убавления петель, либо большей длины, либо меньшей длины, буквально на пару рядов. Самой мысочек вместе с уже убавками примерно 12,5 сантиметров. До убавления петель примерно 10,5 сантиметров. Получается, когда мы с вами свяжем вот этот вот мысочек, убавим петли для мыска, мы будем набирать петли по контуру вашей заготовки. Из каждой кромочной петли по краю мыска мы с вами будем поднимать по одной петле. Если вы вяжете мысочек чуть-чуть длиннее, нежели чем у меня, то по контуру у вас будет петель больше, и за счет этого размер ваш также получится больше. Также, если вам нужен меньший размер, длину мыска вы вяжете меньше, буквально на пару рядов. По краям вы наберете также меньше петель, и размер вашего следка получится меньшего размера. После того, как вы вывяжете вот этот мысочек, обязательно примерьте заготовочку на свою ногу и посмотрите, хватает вам этого мыска, либо вам надо связать больше, либо меньше. Получается, я вот этот вот мысочек вязала до тех пор, пока у меня закрылся полностью мизинчик на ноге. И вот эти вот 4 платочные дорожки, когда я убавляла петли для мыска, как раз дали вот эту вот длину, чтобы закрыть оставшиеся пальчики. Получается, с размером мы с вами определились, мысочек вывязали, дальше начинаем вязать вот этот вот подъем следка. Подъем следка я вязала, получается, 10 рядов лицевыми петлями, либо 5 платочных дорожек. 3 платочные дорожки я связала ниточкой персикового цвета, и 2 платочные дорожки я связала ниточкой голубого цвета. После того, как мы с вами свяжем вот этот вот подъем, будем начинать вязать подошву. Подошва у нас идет цельно вязаная, без швов. И далее нам останется сшить один шовчик. Шов очень аккуратный, совсем незаметный. Никакого дискомфорта вашим ножкам он не принесет. И следочки наши готовы. Надеюсь, что принцип вязания данных следков вам понятен и ясен. Предлагаю связать данные следки вместе со мной. Берем пряжу, спицы и приступаем к вязанию. Обычным способом набора с помощью длинного хвоста я набираю на 2 спицы 50 петель. На 2 спицы набираю для того, чтобы край мой был эластичен. После того, как мы набрали все петли, подготовительный ряд мы вяжем все петли изнаночными. Кромочную петлю мы снимаем, и далее все петли мы вяжем изнаночными.
Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания также вяжется изнаночной петлей. Подготовительный ряд мы с вами провязали, и сейчас приступаем к вязанию основного узора наших следков. Узор наш состоит из 16 петель, в высоту из 16 рядов. Получается 50 петель, это 3 раппорта по 16 петель плюс 2 кромочные петли. Первый ряд, первая петля снимается не провязывая. Далее начинается раппорт узора в ширину. 8 изнаночных петель. Две лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. 16 петель мы с вами провязали, не считая первой кромочной. Теперь давайте еще раз повторим. 8 изнаночных петель. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы с вами провязали 2 раппорта в ширину. Теперь повторяете самостоятельно третий раппорт. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Первый ряд мы с вами провязали, переворачиваем вязание и будем приступать сейчас ко второму ряду. Смотрите, второй и все четные изнаночные ряды мы с вами вяжем все петли по рисунку. Как они у нас расположены, так мы с вами их и вяжем. Первая кромочная петля снимается не провязывая, далее вяжем 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 8 лицевых петель, 'Мы с вами провязали раппорт узора в ширину. Теперь таким же образом повторяете до конца ряда. Все петли вяжем по рисунку, как они расположены, так мы и вяжем. Третий ряд. Кромочную петлю я снимаю не провязывая, далее вяжу 10 лицевых петель. Далее 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные. Мы с вами провязали 16 петель в ширину, это составляет 1 раппорт узора. Давайте еще раз повторим. 10 лицевых петель, 2 изнаночные, 2 лицевые и 2 изнаночные. Второй раппорт также мы с вами провязали. Третий раппорт повторяете самостоятельно до конца. Последняя петля кромочная провязывается изнаночной. Довязываем третий ряд до конца самостоятельно. Четвертый изнаночный ряд вяжем все петли по рисунку, как они расположены, так мы и вяжем. Встретимся в начале пятого ряда. Пятый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю, далее вяжу 2 лицевые петли, 10 изнаночных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и 10. Далее нам нужно провязать 2 лицевые и 2 изнаночные. Раппорт узора в ширину мы с вами провязали из 16 петель. Давайте еще раз повторим. 2 лицевые петли, 10 изнаночных,
2 лицевые, 2 изнаночные. Второй раппорт мы также с вами повторили. Третий раппорт повторяете самостоятельно. В самом конце кромочная вяжется изнаночной петлей. Это получается, мы с вами довязываем 5-й ряд. 6-й ряд по изнаночной стороне вяжете самостоятельно все петли по рисунку. Встретимся в начале 7-го ряда. 7-й ряд. Первая петля кромочная снимается, не провязывая. Далее вяжем 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 10 лицевых петель, 2 изнаночные. Раппорт узора из 16 петель мы с вами провязали. Теперь давайте еще раз повторим. 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 10 лицевых петель, 2 изнаночные. Второй раппорт в ширину мы с вами также провязали. Третий повторяете раппорт до конца самостоятельно. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Это мы, получается, довязываем 7-й ряд. Далее 8-й ряд по изнаночной стороне вяжем все петли по рисунку. Встретимся в начале 9-го ряда. 9-й ряд. Кромочную петлю первую мы снимаем, не провязывая. Далее вяжем 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые и далее 10 изнаночных петель. Раппорт из 16 петель мы с вами провязали. Теперь давайте еще раз повторим. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые и далее 10 изнаночных петель. Второй раппорт в ширину мы также с вами провязали. Далее третий раппорт повторяете самостоятельно до самого конца. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Это получается, мы с вами довязываем 9-й ряд. 10-й ряд по изнаночной стороне вяжется самостоятельно. Все петли вяжем по рисунку. Как они у нас расположены, так их мы и вяжем. Встретимся, получается, уже в начале 11-го ряда. 11-й ряд. Первая кромочная петля у нас снимается, не провязывая. Далее вяжем 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 8 лицевых петель. Данный раппорт из 16 петель повторяем. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, 8 лицевых. Два раппорта в ширину мы с вами провязали. Третий повторяете сами до конца самостоятельно. Последняя петля кромочная. Довязываем, получается, 11 ряд до конца. И далее 12 ряд вяжете также самостоятельно все петли по рисунку. Встретимся в начале 13 ряда. 13 ряд. Первая петля кромочная снимается. Далее вяжем 4 изнаночные петли. 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных. Раппорт в ширину мы с вами провязали. Еще раз повторим.
4 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 6 изнаночных петель. Второй раппорт в ширину мы с вами повторили. Третий раппорт повторяете до конца ряда самостоятельно. Последняя петля кромочная. Так мы довязываем 13 ряд. 14 изнаночный ряд. Вяжете все петли по рисунку самостоятельно. Встретимся в начале 15 ряда. 15 ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее вяжу 6 лицевых петель. 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные и 4 лицевые. Раппорт из 16 петель мы с вами провязали. Давайте еще раз повторим. 6 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 2 лицевые, 2 изнаночные и 4 лицевые. Далее третий раппорт довязывайте до конца ряда самостоятельно. Это получается мы с вами довязываем 15 ряд. Далее 16 изнаночный ряд вяжете самостоятельно. Все петли вяжем по рисунку. Как у нас петли располагаются, так мы и вяжем. Встретимся, когда провяжем полностью 16 ряд. Мы с вами провязали 16 рядов в высоту. Это составляет раппорт нашего узора. Далее второй раппорт мы также будем повторять с 1 по 16 ряд. Я свой манжет в слитке буду вязать 2 раппорта. Один раппорт мы с вами провязали вместе, второй раппорт мы вяжем самостоятельно. Получается, далее повторяем с 1 по 16 ряд, так же как мы с вами вязали только что. И у нас будет провязано в высоту 2 раппорта. Встретимся, когда провяжет каждый самостоятельно еще один вот такой вот раппорт, состоящий из 16 рядов. Я провязала самостоятельно еще один раппорт, повторяя с 1 по 16 ряд. И сейчас у нас провязано, получается, 2 раппорта. Если померить в сантиметрах, примерно вот 9,5 сантиметров составили мои 2 раппорта. Если вот в нерастянутом виде ширина данной заготовки 22 сантиметра. Если посмотреть на готовом слитке, мы с вами вывязали вот эту вот голубую часть слитка. И далее мы будем продолжать этим же узором вязать мысок, только ниточкой персикового цвета. Поэтому смотрите, у меня сейчас на спице 50 петель. Я пересниму данные 50 петель на 3 разные спицы. Одна часть у меня будет состоять из 16 петель. Центральная часть будет у меня состоять из 18 петель. И третья часть из 16 петель. Если у вас есть вот такие вот булавочки, можете переодеть вот эти вот боковые части на такие булавочки. Вязать мы с вами будем только вот эти вот центральных 18 петель. Ну вот, я распределила мои 50 петель на 3 части. Вот эти вот петли мы с вами будем вязать, 18 центральных петель. А боковые петли я отложила, и на данный момент мы их вязать не будем. Я вот эту вот свою рабочую ниточку обрезать не буду, так как я еще голубым цветом буду вывязывать подошву. Вы смотрите, как вам удобно. Если вот эта вот ниточка голубая вам мешается, можете обрезать, а потом просто присоедините. И далее, получается, я вот эти вот петли буду вывязывать ниточкой персикового цвета. Сейчас у меня вот здесь вот располагается лицевая сторона, здесь изнанка. Здесь находится рабочая ниточка. Я переворачиваю мою заготовочку и буду присоединять ниточку вот с этого края. И получается, вяжу сейчас изнаночный ряд.
Прикладываю ниточку персикового цвета. Никаких узелочков я не делаю, просто этот кончик потом спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. Первую петлю провяжу лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее все петли я провяжу изнаночными. Так мы перейдем на ниточку персикового цвета. Последняя кромочная петля вяжется также изнаночной на протяжении всего вязания. После того, как мы с вами связали установочный ряд, мы перешли на ниточку персикового цвета и теперь будем вывязывать основной узор, такой же, как мы вывязывали по манжету, начиная с 1 по 16 ряд. Давайте пару рядов я с вами вместе провяжу, далее будете вязать самостоятельно. Получается первый ряд, первая петля кромочная, она у нас снимается, далее вяжем 8 изнаночных петель за правую стеночку. Далее 2 лицевые, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. Первый ряд узора мы с вами провязали, ниточки здесь подтягиваете, и далее идет второй ряд по изнаночной стороне. Первая кромочная петля у меня снимается не провязывая, и как мы помним, во всех изнаночных рядах мы все петли вяжем по рисунку. 2 лицевые получается, 2 изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные. Далее 8 лицевых петель и кромочная. Третий ряд, первую кромочную петлю я снимаю, далее 10 лицевых петель. Две изнаночные, 2 лицевые, 2 изнаночные, последняя кромочная. Получается, четвертый ряд по изнаночной стороне вяжете самостоятельно, все петли вяжем по рисунку. И так мы продолжаем вязать далее. Также вяжем, как мы с вами вязали манжет. Только в манжете было у нас 3 раппорта в ширину, а здесь 1 раппорт. Получается, вяжем самостоятельно. 1 раппорт 16 рядов, второй раппорт 16 рядов. И в третьем раппорте мы только вяжем 8 рядов. Получается, встретимся в начале 9 ряда 3 раппорта. Я, получается, вывязала мысок. Здесь у меня вывязано 2 раппорта полноценных и 8 рядов 3 раппорта. Если померить в сантиметрах, мой мысок примерно сейчас составляет 10,5 сантиметров. Ширина в нерастянутом виде около 7 сантиметров. Размер данного слитка регулируется длиной именно этого мыска. Смотрите, если вам нужен следочек на больший размер, нежели чем у меня, тогда вы мысочек ваш вяжете побольше, буквально на пару рядов, тогда и петель по контуру вашей заготовки будет больше. Соответственно, размер будет больше, чем у меня. Также, если вам нужен меньший размер, просто длина этого мысочка у вас будет меньше. Петель по контуру заготовки будет меньше, и, соответственно, размер у вас получится меньше, чем у меня. После того, как я связала мою заготовочку, вывязала мысочек, я сейчас примерю эту заготовку на манекен ножки. Вы можете примерять на свою ногу. И примерно ваш мысочек должен закрывать ваш мизинчик. Все остальные пальчики, когда мы сейчас будем делать убавление петель по мыску, как раз таки закроют все остальные ваши пальчики. Мы вывязали полностью вот этот мысочек до платочных дорожек. Примерно вот этот мысочек закрывает наш мизинчик. На убавление петель 4 платочные дорожки. Вот это вот расстояние как раз таки закроет все ваши оставшиеся пальчики. Поэтому
Мерим данную заготовочку уже на данный момент на вашу ножку и определяемся с мыском. Если вам надо меньше либо больше вязать по длине мысочек, в этом месте вы регулируете под свой размер ножки. А далее вяжете все так же, как и у меня. Получается, мне длины моего мысочка уже достаточно на мой размер ноги. Далее я просто буду делать убавление петель. Первый ряд убавления петель. Получается, первая петля снимается не провязывая. Далее я 2 петли свои переверну, чтобы у меня правые стеночки лежали сверху. И провязываю их 2 вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня в конце ряда остается 3 петли. Вот эту первую и вторую петлю я провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Последняя кромочная петля вяжется на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд вяжем просто все петли лицевыми. Первую кромочную петлю я снимаю и далее вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Третий ряд убавления петель. Первую петлю я снимаю не провязывая, вторую и третью петлю провязываю вместе одной лицевой за правые верхние стеночки. И далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 3 петли до конца ряда. У меня остается на спице правой 3 петли, я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Четвертый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю и далее просто вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. У меня сейчас на спице находится 14 петель. Пятый ряд убавления петель. В пятом ряду мы с вами убавим еще 2 петли. Первую кромочную петлю я снимаю, вторую и третью петлю провязываю вместе одной лицевой. И далее вяжем все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. В конце ряда у меня остается 3 петли. Я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой. Последняя кромочная петля. Далее шестой изнаночный ряд вяжем самостоятельно все петли лицевыми за исключением кромочных. Встретимся в седьмом лицевом ряду. Седьмой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю не провязывая, вторую и третью петлю я провязываю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее вяжу 2 лицевые петли. Следующие 2 петли я также провяжу вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. Далее обратно 2 лицевые. И следующие 2 петли я также провяжу вместе одной лицевой. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Восьмой последний ряд мы вяжем все петли лицевыми. Первая кромочная петля снимается. Далее вот у меня идет вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая и 9 петля у меня кромочная вяжется изнаночной. У меня сейчас на спице осталось 9 петель. Мы связали с вами 8 рядов убавок. У нас получилось 4 платочные дорожки. Ниточку персикового цвета я обрезаю. Кончики все прячем по изнаночной стороне самостоятельно. И получается, на данный момент у меня выглядит моя заготовочка вот таким вот образом. Мысочек вместе с убавлениями петель мой составил примерно вот 12-12,5 сантиметров. После того, как мы с вами вывязали мысок, мы будем вязать подъем слитка. Подъем у меня состоит из 5 платочных дорожек. 3 платочные дорожки я вывязала ниточкой персикового цвета и 2 платочные дорожки ниточкой голубого цвета. Мы сейчас присоединяем вот сюда ниточку персикового цвета и будем поднимать все петли по контуру моей заготовочки. Получается, здесь у меня 16 петель находится. С этого края я буду поднимать с каждой кромочной петли одну петлю. У меня здесь будет 24 петли. 9 петель это петли мыска. С этой стороны также 24 петли у меня получится. И с этой стороны также 16 петель, которые мы с вами оставляли.
В итоге общее количество петель, которое у меня будет на спице, 89 петель. Если вы вязали мысочек ваш длиннее, либо короче, тогда вот это вот количество петель у вас будет другое. Именно вот по этим краям, когда вы будете поднимать петли. И в итоге получится количество петель другое, нежели чем у меня. У меня сейчас присоединена только ниточка голубого цвета. Я с этой стороны также буду присоединять ниточку персикового цвета. Будем поднимать все петли. Я прикладываю ниточку персикового цвета, никаких узелочков я не буду делать. Просто потом этот кончик спрячем по изнаночной стороне самостоятельно. И, конечно, лучше набирать петли на спицу, которая находится на леске, потому что если у вас чулочные, не очень удобно будет далее провязывать эти все петли. Если у вас нету спицы на леске, можете обойтись чулочными. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у меня идет смена цвета. Ниточки все подтягиваем. И далее все петли я вяжу лицевыми. Получается, мы с вами провязали вот эти вот 16 петель. Теперь нам надо поднять петли по этому краю. Можете поднимать спицей, можете воспользоваться крючком, как вам удобно. Берем вот эту вот рабочую ниточку, которую мы только что вязали. И теперь, получается, из каждой кромочной петли мы должны поднять одну петлю на спицу. Вводим крючок вот в первую персиковую петлю. Сверху вниз подхватываем рабочую ниточку, и получается вот уже одна петля на спице. Далее в следующую вводим петлю крючок за 2 дужки, и уже вот 2 петли. И таким образом мы поднимаем все петли. Из каждой кромочной петли у нас будет подниматься по одной петле. И таким образом вы поднимаете далее. У меня здесь получится 24 петли. У вас это может быть другое количество петель. Далее вот эти вот петли, которые находятся на крючке, переносим на нашу рабочую спицу. Вот все петли я подняла, перенесла на мою рабочую спицу. И теперь мы будем провязывать петли мыска. Все петли вяжем лицевыми. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, 6-я, 7-я, 8-я и 9-я также лицевой. Далее вот по этому краю мы также будем набирать петли крючком, так же как мы набирали вот с этой стороны. Должно быть равное количество петель, что с этой стороны, что с этой стороны. Поэтому берем крючок, вводим крючок в кромочную петлю за 2 дужки и поднимаем вот таким вот образом все петли. Таким образом вы поднимаете все петли по краю мыска самостоятельно. Далее вот эти вот петли, которые находятся на крючке, переносим на нашу рабочую спицу. И далее нам осталось провязать вот эти 16 петель. Если вы вяжете также на круговой спице и в некоторых местах вам неудобно, делаете просто вот такую вот петелечку и вяжите далее. Вот здесь на стыке хорошо затягивайте ниточку. Если у вас образуются большие протяжки, поднимите вот здесь вот ниточку по центру, вот таким вот образом. И эти вот 2 петли образовавшиеся привяжите одной лицевой петлей. И далее обратно вяжем все петли лицевыми, последняя кромочная. Мы с вами провязали, получается, первый ряд и подняли все петли. Далее переворачиваем вязание на изнаночную сторону и провяжем все эти петли лицевыми, за исключением кромочных. Как раз таки проверим, чтобы у нас было правильное количество петель, находящихся на спице. Таким образом, провязывайте до конца. Все петли лицевыми, последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Я, получается, довязала до конца самостоятельно второй изнаночный ряд. И у нас сейчас провязано 2 ряда ниточкой персикового цвета по контуру. У нас с края получилась вот такая вот одна платочная дорожка. Нам далее еще надо провязать ниточкой персикового цвета еще 4 ряда. Если вы оставляли кончик голубого цвета, так же как и у меня, в
каждом лицевом ряду перекручиваете вот так вот ниточку голубую с розовым и далее обратно вот продолжаете вязать ниточкой розового цвета. Голубая нить при этом поднимается с нами же на один ряд. И больших протяжек у вас не будет образовываться. И далее продолжаем вязать. Первая кромочная петля снимается, дальше вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Довязываем, получается, таким образом, это у нас третий ряд. И далее вяжем самостоятельно четвертый изнаночный ряд, пятый лицевой ряд и шестой изнаночный ряд. У вас получится по краю 3 платочные дорожки ниточкой персикового цвета. Все петли, как в лицевом, так и в изнаночном ряду, вяжем постоянно лицевыми. Ну вот, получается, я вывязала 3 платочные дорожки ниточкой персикового цвета. Это у меня получилось 6 рядов лицевыми петлями. И сейчас нам надо с вами связать такие же 2 платочные дорожки, только ниточкой уже голубого цвета. Персиковая ниточка нам больше не нужна, я ее обрезала. Кончик спрячем самостоятельно по изнаночной стороне. И далее вот поднимаем ниточку голубого цвета и этой ниточкой сейчас я провяжу 4 ряда все петли лицевыми. Первая петля кромочная провязывается лицевой, так как у меня идет смена цвета. И далее вяжем все петли лицевыми. Последняя петля будет вязаться изнаночной петлей, так как она у нас кромочная. Таким образом, получается, я буду провязывать 4 ряда. Это у нас будет первый ряд по лицевой стороне идет. Далее второй ряд у нас будет идти по изнаночной стороне, также вяжем все петли лицевыми. Третий ряд по лицевой стороне и четвертый ряд по изнаночной стороне. И у нас будет образовываться 2 платочные дорожки ниточкой голубого цвета. Встретимся, когда вывяжем все 4 ряда ниткой голубого цвета. После того, как мы с вами связали подъем, мы с вами начинаем вывязывать подошву. Сейчас у меня на спицах находится 89 петель. Получается, на подошву я отдаю центральных 13 петель. И по бокам у меня остается с одной стороны 38 петель и с другой стороны 38 петель. Для подошвы нам понадобится 2 маркера. Получается, сейчас мы должны с вами провязать 38 петель. Первая петля будет идти как кромочная, мы ее просто снимаем, не провязывая. Далее вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. И таким образом у нас вместе с кромочной петлей должно быть провязано 38 петель. 38 петель я провязала, и далее начинаются 13 петель, это петли подошвы. Вяжем первая лицевая петля подошвы, далее вешаю первый мой маркер, вяжу вторая петля, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11, 12. Мы с вами, получается, провязали 12 петель подошвы. Далее вешаем второй маркер. Далее получается 13, это последняя петля подошвы, и 14, это первая боковая петля. Мы их провязываем в каждом лицевом ряду одной изнаночной петлей. Переворачиваем вязание. Первую петлю я снимаю, маркер перебрасываю на правую спицу, и далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Довязали до второго маркера, второй маркер перебрасываем, и сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе одной лицевой петлей. Так мы вяжем в каждом изнаночном ряду. Переворачиваем наше вязание. Рабочая ниточка остается перед работой. Как она у нас лежит, никуда ее не перекручиваем. Первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер первый перебрасываю, и далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Довязали до второго маркера, в маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе одной изнаночной. Так мы вяжем во всех лицевых рядах.
Переворачиваю наше вязание, первую петлю я снимаю, не провязывая, маркер первый перебрасываю, и далее до второго маркера я вяжу все петли лицевыми. Второй маркер перебрасываю, и сразу после второго маркера мы вяжем 2 петли вместе одной лицевой. Так мы вяжем во всех изнаночных рядах. И таким образом мы убавляем вот эти вот боковые петли. Получается, в каждом лицевом ряду первую петлю я снимаю, далее перебрасываю первый мой маркер, до второго маркера я вяжу все петли лицевыми, перебрасываю второй маркер, и сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной изнаночной петлей. В каждом изнаночном ряду первую петлю я снимаю, маркер, до второго маркера я вяжу все петли лицевыми, маркер перебрасываю, сразу после второго маркера я вяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей. Таким образом мы убавляем вот эти вот боковые петли до тех пор, пока у меня здесь в самом конце не останется по 5 петель. С одной стороны 5 петель должно остаться, и также со второй стороны 5 петель должно остаться. Встретимся, когда останется с каждого края по 5 петель, плюс вот эти вот 13 петель, это петли подошвы. Я, получается, вывязала подошву до тех пор, пока у меня здесь с каждого края не осталось по 5 петель. Плюс мои центральные 13 петель, это петли подошвы. И далее мы будем убавлять петли не только боковые, но и петли в подошве. Первую петлю я снимаю, не провязывая, перебрасываю первый мой маркер. И не довязывая одну петлю до второго маркера, я вяжу все петли лицевыми. У меня осталась одна петля до маркера. Маркер я сейчас этот сниму, потому что вязать с ним уже будет неудобно. И далее получается, вот у меня идет 12-я предпоследняя петля, 13-я последняя петля подошвы и 14-я петля, это боковая наша петля. Я вот эти вот 3 петли вяжу все вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая сторона. Переворачиваю вязание, первую петлю я снимаю, не провязывая, и далее также вяжу все петли лицевыми, не довязывая одну петлю до маркера. Вот у меня осталась одна петля до маркера. Маркер этот я также уже уберу. И теперь вот эти вот 3 петли я провязываю вместе, так как это у нас изнаночная сторона, одной лицевой петлей. Давайте еще раз повторим. Первую петлю я снимаю, не провязывая, далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца подошвы. Вот у меня до конца подошвы осталось 2 петли, и я провязываю вот предпоследнюю петлю подошвы, последнюю петлю и одну боковую, 3 вместе одной изнаночной, так как это у нас лицевая наша сторона. Переворачиваю вязание на изнаночную сторону, первую петлю я снимаю и далее вяжу также все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца подошвы. Я довязала до тех пор, пока у меня в конце подошвы не осталось 2 петли. И провязываю первую, вторую и третью петлю, так как это у нас изнаночная сторона, одной лицевой петлей. Итак, вы вяжете, получается, далее, провязывая в самом конце по 3 петли вместе в каждом ряду, пока у вас не убавится с каждого края вот эти вот по 3 боковые петли. Получается, в каждом лицевом ряду вы вяжете все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца подошвы. И далее вяжете 2 петли подошвы и 1 боковая, так как это лицевая сторона, одной изнаночной петлей. В каждом изнаночном ряду вы, получается, провязываете также все петли лицевыми, не довязывая 2 петли до конца подошвы. И провязываете 2 петли подошвы и 1 боковую петлю, получается 3 вместе одной лицевой петлей, так как это у нас изнаночная сторона. Встретимся, когда убавится у вас с этой стороны 3 петли и также с этой стороны 3 петли. Я убавила боковые, получается, петли. И у меня сейчас осталось на спице 3 петли. Это 3 петли подошвы. Рабочая нить у меня находится сейчас перед работой. Мы ее должны перенести под спицу. Получается, первую петлю я снимаю, не провязывая, ниточку рабочую перенесла
под спицу и петлю первую возвращаю. Вот у меня рабочая ниточка уже находится за спицей. И теперь просто 3 петли данных я провяжу одной лицевой за нижние стеночки. Вот у меня получилась одна вот такая открытая петелька, делаем ее немножко побольше. Ниточку рабочую обрезаем таким образом, чтобы сшить вот этот шов этой нитью. И далее продеваем данную нить в петлю открытую. Петельку затягиваем. И вот такая вот у нас подошва с вами получилась. Теперь мы сошьем вот этот вот шовчик. Берем иголочку с широким ушком и вдеваем вот эту ниточку в иглу. Смотрите, каким образом мы будем сшивать данный шов. Сшиваем не закромочные вот эти вот дужки, а сразу за ними идут дужки от платочной дорожки. Как с одной, так и со второй стороны. Вот за эти дужки будем сшивать. Там, где у нас идет лицевая гладь, сшиваем за внутренние петли, которые располагаются между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. Вводим иголочку снизу вверх за дужку от платочной дорожки с одной стороны и также с другой стороны. За дужку от платочной дорожки, которая располагается сразу за кромочной косичкой. С одной стороны и также со второй стороны. Сшиваю я ниточкой одного цвета. Вы смотрите, как вам больше нравится. Но по мне оно совсем незаметно. Далее следующий цвет идет персиковый с одной стороны. И также со второй стороны. С одной стороны. И также со второй. Вот видите, практически незаметно. Ну, кому категорично надо, чтобы это было одним цветом, можете сшивать ниточкой разных цветов. Дальше вот у меня идет лицевая гладь. Я ввожу иголочку между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. С одной стороны. И также вот со второй стороны. С одной стороны. И также со второй. И так получается, вы сшиваете полностью весь шов. Там, где идут, получается, платочные дорожки, вы сшиваете за дужку, которая располагается сразу за кромочной косичкой. Там, где идут лицевые дорожки, вы сшиваете за внутренние вот эти вот дужки, которые располагаются между кромочной косичкой и лицевой дорожкой. Иголочку всегда вводите снизу вверх, как с одной стороны, так и с другой стороны. Ориентируйтесь лучше не на кромочные вот эти вот петли, а просто чтобы шов и шел ваш равномерно. Далее ниточку вот так вот подтянете, чтобы ничего не стягивало ваш следок. Ну вот, я сшила данный шовчик. Очень красивый, аккуратный шов у нас получился. Ваш следок, ниточка, который мы сшивали, разровнялась. И получается, вот эту вот рабочую ниточку прячем по изнаночной стороне самостоятельно с помощью крючка. Мы, получается, с вами сшили вот этот вот шовчик. Смотрите, очень аккуратно и практически незаметно. Вот так вот выглядит с лицевой стороны. Следки у нас получились очень красивые. После того, как мы с вами спрятали все кончики, сшили шов на следке, вот такие вот красивые у нас следки получились. Очень хорошо смотрятся на ножки, яркие, нарядные. Могут подойти как и вам, так и в подарок. Могут служить также подарочком для ваших близких. Если вам понравился данный мастер-класс по таким вот чудесным следкам, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.